Привет, друзья! Сезон клубники официально открыт, а это значит, сегодня готовим очень мягкие, ароматные и просто невероятно красивые булочки из циннабоны с клубникой и с крем-сыром с фисташками. Поэтому не теряем больше ни секунду и поехали готовить! И как всегда начинаем с чем? Ну, конечно же, с теста, потому что оно дрожжевое и ему нужно время, чтобы стать воздушным, мягким и очень нежным. В миску отправляем подогретое молоко, примерно 35-37 градусов. Это очень важно. Молоко должно быть именно теплым, а не горячим, иначе дрожжи просто не сработают и наши булочки не получатся пышными и вкусными. Добавляем дрожжи. Я взяла живые дрожжи, но вы можете использовать и сухими. Нам нужно их накрошить на меленькие кусочки. И к ним мы добавляем сахар, самый обычный белый сахар. И начинаем говорить нашими дрожжами: просыпаемся, нам нужно работать, поэтому нам нужно их разбудить, подкормить. Туда же мы отправляем одно яйцо и один желток. И чтобы наши булочки стали еще более ароматными, нам нужно добавить чуть-чуть ванильного экстракта. И все хорошо перемешиваем венчиком, чтобы все ингредиенты объединились между собой. После этого нам нужно высыпать муку. И здесь без сложности. Берите любую муку пшеничную, которая у вас есть дома. Нам здесь не важно ни сила муки, ни содержание белка. Все максимально просто. Добавляем. И чуть-чуть соли, конечно же, для баланса вкуса. И теперь с помощью наших ручек начинаем замешивать тесто. Когда ингредиенты почти объединились, добавляем мягкое сливочное масло. И как я всегда говорю, я использую масло 82% жирности. Продолжаем замешивать тесто. Сначала оно будет очень липким, но через 10-15 минут вы почувствуете идеальное гладкое, мягкое и очень приятное тесто. Готовое тесто возвращаем в миску и накрываем его с помощью пищевой пленки, чтобы оно не обсохло. И его оставляем где-то минут 40-50, чтобы оно поднялось. Если хотите ускорить этот процесс, поставьте тесто в духовку с исключенной лампочкой. Это идеальный лайфхак. А пока тесто у нас чилит, мы, конечно, займемся с клубничной начинкой. У меня свежая клубника, но сейчас она стоит почти как билет в бизнес-классе. Поэтому спокойно можете ее заменить с замороженной. Честно, для начинки она подходит просто идеально. Нам нужно первое дело убрать хвостики, поэтому с помощью ножа убираем верхушку, и у нас остается вот такая ягодка. Эту ягодку нам нужно нарезать хотя бы на четвертинки. Вот так, хоп и хоп. И помешаем в сотейнике, там, где мы будем делать нашу клубничную начинку. Наша клубника уже находится в сотейнике, и нам осталось ее перебить с помощью нашего погружного блендера. Вы можете ее перебить в пюре или оставить маленькие кусочки, недоразбитые. Добавляем сахар, немного лимонного сока и совсем чуть-чуть лимонной цедры для свежести и аромата. Запах будет просто сумасшедшим. Теперь важный момент. Чтобы начинка получилась густой и не вытекала из булок, добавляем крахмал. И запомните, никогда не добавляйте его сразу в горячую массу. Будут комки. А теперь отправляем наше клубничное пюре на плите. И важно все время мешать, не забываем об этом. Наше пюре готово, и теперь нам нужно его охладить. Это очень важно, потому что, ребята, если горячая начинка и дрожжевое тесто, это просто катастрофа. Поэтому мы его охлаждаем полностью. Наше тесто, ребята, уже поднялось, оно отдохнуло, и за это время, пока оно чилило, оно замечательно увеличилось в объеме. А теперь нам нужно его чуть-чуть обминуть и начинаем формировать вместе с вами его в такой большой квадрат или прямоугольник, неважно. Главное, вооружите со скалочкой. Тесто уже подошло. Посмотрите, какое оно воздушное. Слегка теперь обменяем его и раскатываем в большой прямоугольник с помощью скалки.
смазываем мягким сливочным маслом. И так как мы делаем синнабоны, мы добавляем буквально чуть-чуть корицы. И вот здесь начинается магия. Корица не должна перебивать в никаком случае клубнику. Распределяем клубничную начинку по тесту и аккуратно сворачиваем все в рулет. С помощью ножа нарезаем булочки. Я делаю их достаточно крупными, примерно в 3 пальца толщиной. Перекладываем булочки во форму, оставляем между ними небольшое место, потому что они еще вырастут в объеме. Наши синнабоны уже находятся в формочке, где будет выпекаться, и теперь нам нужно им дать где-то минут 30-40, чтобы они еще больше увеличились в объеме. А после этого мы их отправим в предварительно нагретую духовку до 180 градусов, где-то на минут 30-40. Все зависит от вашей тип духовки, ребята. А пока они сначала будут увеличиваться, а потом будет жариться в духовке, мы с вами приготовим крем на основе крем-сыра и фисташковой пасты. В миску отправляем творожный сыр. Берите любой, который вам нравится. Филадельфия или Альметте или другой крем-сыр. Здесь это не принципиально. Добавляем сахарную пудру. За счет пудры сыр сразу станет более нежным и кремовым. Теперь добавляем ложку хорошей натуральной фисташковой пасты. Главное не приборщить. Нам нужна легкая фисташковая нотка, но чтобы она не перебила вкус клубники. Наш крем уже готов, поэтому мы его отправляем в холодильник на стабилизацию. А после этого я вернусь уже к вам с готовым результатом. Ребята, наши синнабоны с клубникой готовы, и они получились невероятно ароматными и вкусными. Поэтому, если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!